Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, где я сейчас нахожусь? Я нашел вот такую замечательную подземку. Точнее, это подземная стоянка. Здесь очень крутой подъем или спуск, если вы спускаетесь. Сегодня я на нем буду тестировать наш полноприводный, потому что мне недавно написал Андрей, который глава скайборда. Он попросил, пожалуйста, проверь на мощность, чтобы контроллер там не сгорел или еще что-то. Конечно, наши скутеры проверялись на заводе и все такое, но на всякий случай проверь еще раз. Чисто так по-русски как-нибудь по-простому. Найди большой подъем, найди попухлее человека и, пожалуйста, заедьте туда. Что я и сделал. Сегодня мы проверяем в первую очередь полноприводный на подъеме. Как покажет контроллер себя, не сгорит ли. На подъеме с двумя человеками. У меня 85 килограмм, у этого парня пухленького 90 килограмм. То есть в сумме у нас довольно прилично получается. И что хочу еще сказать. И еще мы сегодня проверили уже тележку. Сможет ли она выдержать вес в 2,5 раза больше, чем говорят производители. И если вы задаетесь вопросами, смогут ли наши скутеры сделать какие-нибудь вещи, то я их повторяю здесь, на свой страх и риск. Если скутер сгорит, то я вам так и покажу, что он сгорел. Сегодня скутер грузим, телегу грузим и посмотрим, что происходит. Уже кое-что произошло, я вам не скажу, вы это увидите дальше, что случилось пару часов назад. А мы сейчас готовимся подниматься. Это Skyboard, меня зовут Евгений, давайте же сделаем крутой контент. Итак, ребят, я спустился вниз, закрепил на скутере телегу нашу. Она груженная 150 килограммами или даже больше, 160. Короче говоря, я сейчас еду один с этой тележкой. И это получается примерно максимальный вес, который рассчитан на скутер. То есть тележка плюс я, там 30-240 килограмм получается. И это как бы обусловлено фабрикой как максимальный вес, допустимый для загрузки скутера. Я еду 5 километров до места назначения, после чего я еду в горочку, проверяю его в горочку, а потом сажу сюда еще одного мужика, и мы проверяем вообще на пределе. Я не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Давайте. Я на связи. Что сейчас произошло? Я очень резко затормозил, и прицеп врезался в меня, вылетел с крепления, и вот этот сам замочек ушел вверх. Его сейчас надо опустить и поставить на место тележку. Но для этого нужны ключи. Я сейчас попросил вот этих ребят, любезных дальнобойщиков, точнее, или не дальнобойщиков, но они, короче, тут в какой-то мастерской работают, чтобы они дали мне ключи. Мне поправили мою тележку любимую, и я еду вперед. Но я чувствую огромную тягу назад. Да, я, возможно, должен сейчас сказать, что я чувствую. Я чувствую, что меня очень что-то тянет назад. Поэтому я не еду слишком быстро, чтобы там ничего не повредилось и так далее. Но я чувствую, что увесистое что-то сидит сзади меня и тянет скутер назад. Плюс ко всему я чувствую это своей пятой точкой, что корпус скутера немножко, как сказать, небольшие волны я чувствую по нему. Но самое главное то, что я, естественно, могу втопить. Этот скутер может так втопить, что тележка это просто останется далеко позади и все порвется и так далее. Но я, естественно, этого делать не буду. Моя задача сегодня доехать до места назначения в один из жилых комплексов
где подземная парковка, и мы там проверим. Так что не переключайтесь, увидимся на месте. Ну что, ребята, у меня сломалась тележка в этом месте. Металл порвался просто от нагрузки. Вот такие вот дела. Сейчас буду думать, что делать. Ну что, в принципе, стоило ожидать. Тележку мы проверили. 150 килограмм она, скорее всего, не может вести. То есть может, но определенное количество километров. Я проехал где-то 4 километра на ней. Но я напоминаю, что это вес в 2,5 раза больше, чем рекомендуется. Ребятки, вы видите этого пухляша? Он сидит на полноприводной модели BR20 на зимней резине. Зачем зимняя резина? Да вы просто посмотрите на этот пол. Я боялся, что обычная резина летняя не сможет зацепиться, если будет большая нагрузка, вот, возможно, начнет скользить, несмотря на то, что тут пупырки такие. Поэтому я перестраховался, взял наш оффроуд, для того, чтобы скутер точно не соскочил и не слился. То есть либо он заезжает, либо он сгорает. Поэтому я знаю, что примерно при таком использовании у нас как-то сгорела уже одна BR20, демо-версия, где-то 1,5 года назад. Но это был подъем в горы, а это подъем на стоянке. Здесь немножко больше нагрузка, потому что здесь гораздо... короче, покрытие другое, и скутеру просто не может скользить и выпустить лишнюю какую-то энергию. Итак, с этим прекрасным товарищем мы сейчас поедем вверх, и я надеюсь, все будет хорошо. Общий наш вес примерно составляет около 170 килограмм. Поехали! Я поднимаюсь сейчас на первой скорости. Поднимаемся, и причем поднимаемся довольно медленно. Так, тяжело, но мы едем. Едем. Подъем очень крутой подъем. И мы с этим справились. Давайте сейчас попробуем на 3-й скорости сделать то же самое. Хорошо, когда есть товарищи, которые могут помочь в таком трудном деле, как вот такая съемка. Это очень трудно. По поводу скутера я вам хочу сказать, на первой скорости было довольно тяжело. Но вы заметили, что мы даже не с ровной площадки практически стартовали, мы сразу с подъема стартовали, то есть без разгонов, без всяких таких штук. Единственное, что нам сейчас помогает, это колеса. Колеса у нас оффроуд, я напоминаю. И они очень хорошо справляются с такими ступеньками, у них очень крутой зацеп. Ну, вы понимаете, как раз это попадает туда, куда надо. Я ставлю 3-ю скорость. 3-я скорость включилась на дисплее моментально. Это одно из наших обновлений на всех скутерах. И теперь, смотрите, я прям у подножья начинаю, то есть разбега нету никакого. И на 3-й скорости нас гораздо легче идет сейчас на 3-й скорости. Ну и в принципе вот такая вот штука. Что могу сказать? 2 колеса гораздо лучше, чем одно колесо. 2 головы всегда лучше, чем одна, правильно? Вот, поэтому, что и требовалось ожидать, он гораздо легче заехал, чем одномоторные аналоги. Я не знаю, как повел бы себя Trax здесь, но полноприводный повел себя довольно хорошо, потому что на таком подъеме, на конкретно таком подъеме, даже если его продлить на километры, то он спокойно заедет. Я не думаю, что он сгорит, потому что контроллер был холодный. Мы на самом деле 5 раз поднялись, записалось со звуком у меня только 2 раза.
вы это учитываете. Но это, в принципе, и не важно. Главное, что скутер не сгорел, с ним ничего не случилось. И это, в принципе, очевидно было, но самое интересное, что я не заметил каких-то сильных перегрузов. Когда я вез тележку, я очень сильно чувствовал нагрузку, но именно на заднюю часть скутера, то есть на саму раму. Колеса также спокойно справлялись со 160 килограммами, но когда я ехал сюда, я также не заметил. Единственное, что вы не можете подняться со скоростью 70 км в час в гору. То есть с разгона вы сможете, скорее всего, но вот так с места я, опять же напоминаю, я без разгона это делал. Скорость была 15 км в час, около того. И этого, в принципе, хватает для такого безразгонного подъема. Кстати, телегой я тоже доволен, потому что, учтите, я туда нагрузил в 2,5 раза больше веса, чем рекомендует фабрика. То есть тележка, в принципе, со своими 60 килограммами легко справится. Но я нагрузил 150, это 2,5 раза больше, учитывайте это. Свои мысли по поводу этого видео вы пишите в комментариях, если вам что-то не понравилось. Работаем над этим каналом вместе с вами, ваши идеи, наши действия. Такие модели полноприводные уже собираются уехать в Россию, точнее уже уехали в Россию, скоро вы их получите. Их вы можете увидеть на сайте skyboard.store, а также в магазинах у наших дилеров. Вот они, вы туда приходите, тестируете, пробуете, только потом делаете свои выводы, когда уже лично убедились в качестве нашего товара. Увидимся в новых видео. Пока!